Где вы впервые увидели Димаша, услышали его песни? Ну, у меня получилось так, что это конец декабря, нет, 17-го, 17-го это был. И я просто от нечего делать сидела в Ютубе и посмотрела песню «Опера номер 2» в исполнении Витаса. Это не может... конец декабря. 17-го, через да, год. через год. А я в январе 17-го. Да, то есть я вот прям когда это происходило, а через год буквально. В конце декабря 17-го послушала песню «Опера номер 2» в исполнении Витаса и решила почитать комментарии под этим видео. И там все говорили Димаш, 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 Димаш. И думаю, блин, да кто это такой? Решила посмотреть, ну и соответственно все. И вот мы тут Да, сидим. потом вторая песня «СОС». И весь тур посмотрела сразу, ну, весь сингер. И все, заболела. Первые мысли помнишь или первые чувства? Что ты почувствовала, когда увидела и услышала Димаша? Наверное, это просто фрисон был. Мурашки по коже бежали от пальцев ног до макушки. Это было, ну, такое ощущение, что я первый раз это слышу и мне нравится. Ну, это единственное, что такие музыканты мне редко попадаются, которым мне понравились бы сразу. К некоторым я прислушиваюсь очень долго, а к такому, блин, да, мне нравится. Он классно поет, классная музыка, классное исполнение. А у вас помните, что было? Ну, поскольку это была «Опера 2», да. Это музыкальная шутка на самом деле. Ну, что это такое, да? Да. Вот. Но и в исполнении Димаша это прям совсем шутка-шутка, потому что он так забавлялся. Да, легко играюще, переходя. А я ее уже слышала, естественно, в исполнении Витаса. Я, ну, вообще достаточно много музыки слушаю обычно. Вот. И Витас мне нравился очень в свое время, потому что у него хороший фальцет, разработанный, все нормально. А тут я слушаю и понимаю, это не фальцет. Потому что потом, как началось, да, там фальцет, не фальцет. Да нет, это же сопрано. Это юношеский дисконт, который никуда не делся. И чего там копья ломать? То есть некоторые реакционеры там потом говорят, тоже я вот недавно налетела, который слушает, но англоязычный реакционер, он говорит, сначала он говорит, ага, фальцет, классно, потом, это не фальцет. И у него такое лицо, вот у меня примерно было то же самое. Ничего себе! Ну, я из музыкальной семьи, и я понимаю, что такое контральто, меццо-сопрано, там, ну и поехали дальше, что такое контртенор, там, альтины и так далее. Это дисконт, никуда не девшийся. Не девшаяся вот это вот детская сопрано мальчишеская, да, которые вот все эти сумасшедшие, в хорошем смысле слова, тоже до мурашек, вот это церковные песнопения, которые мальчики поют. Да, григорианские хоралы. Ну, естественно, это была музыка барокко, это очень много, да, а тут парень с таким диапазоном, ну и поэтому, поскольку это шутка вот, вокальная, то у меня не было такого впечатления, как потом от других вещей. А сначала было такое офигение, такое, ничего себе, это выше, опа, выше, опа, выше, 3 раза, опа, и ого, и я на этот зал смотрю и понимаю, что у меня такое же выражение лица. Это шок. Не, ну шока у меня не было, но это было ощущение, знаете, вот сродни детскому, когда на Новый год там ты с утра проснулся, да, из-под елочки достал то, чего прям хотел. Вот. И вот это вот такое вот примерно было ощущение. А потом сначала замираешь, даже боишься дышать, потому что боишься спугнуть это. Если твой лишний вздох, сейчас это все закончится. Так же и тут тоже просто замер и потом отпускает, и все. Но потом у меня вот первые впечатления, естественно, да, то есть потом очень мне понравился третий тур Show Must Go On, естественно, потому что да я его наизусть знаю, но так правда никто не пел. И мне нравится, то есть это вот такое собственное прочтение. И это такое уважение, такое, ага, не просто диапазон, но у человека мышление музыкальное, ага, круто. Так, а потом догнало меня окончательно на Адажио. Догнало меня так, что я его 8 часов на репите слушала. Ну, я дома работала на компьютере, я вырубила телефон.
компьютер у меня единственное, что делал, это, значит, на репите крутил адажо. По мне бегала энергия невероятной мощности. Это не фрисон, это абсолютно другая история. Вот. У меня там миры космические разворачивались. И я не знаю насчет того, там, я точно могу сказать, что те, кто вылечился, слушая Димаша, имели все основания на это. Но поскольку мне лечить нечего было, то, в общем, особо ничего, наверное, и не вылечилось. А вот душевное состояние, ну, катарсис натуральный, просто катарсис. Да. А вы можете очень коротко рассказать о механизме? Да. Что является катализатором, ну, началом? Ну, смотрите, давайте пойдем от простого, от отзывов. Люди пишут, что с ними происходит. Кто-то выздоровел, у кого кто-то вышел из депрессии, это вообще массовые случаи. Я их просто, я копаюсь в этом, то есть там и на ЕФК, и на сайте Американской ассоциации, ну и, слава богу, читаю, и я просто, как бы, знаете, подсобираю эти случаи, потому что для меня это не бред экзальтированных людей. Для меня это реальность, это абсолютно точно описанное людьми явление. Чтобы вот не фантазировать, да, там, чтобы я вам там много не наговорила всяких там терминов страшных. Это нормальное существующее явление, которое может отражаться как в психической реальности человека, так и в телесной. Ну, говоря... Психосоматика. В соматическом. Но психосоматика – это когда одно запускает реакцию другого, да, то есть когда тело заболело, потому что в голове что-то застряло, да. А может здесь быть не... обратная реакция, когда вот здесь... Конечно, оно, ну, слушайте, ну это же целая система, то есть там на один уровень зашло, на другом круги на воде пошли, да, то есть, ну, условно, то есть на эмоциональном уровне что-то происходит, реагирует тело и мышление, на уровне мышления реагируют эмоции тела, на уровне тела, если вы плохо себя чувствуете, у вас что, хорошее настроение будет? Нет, ну, тупо, да, вот, ну, просто вот прямая связь, да. Конечно. Вот, и когда люди пишут, что они выздоровели, ребят, это не бред. Это не истерия, это не кликушество, это естественное явление, потому что душа очищается. Давайте поговорим о том, что мы не только тело, эмоции и ум, а мы еще и душа. Вот, душа очищается посредством музыки, это известный факт. Духовные песнопения для этого и существуют. Мальчики с дисконтом звучат на таких вибрациях, которые являются особенными, имеют целительский потенциал. Музыка сама погружает человека в измененное состояние сознания в разной степени. Потому что включается там, ну, сопровождение. Я специально просто буду говорить. Я понимаю, сопровождение конечно. Визуальное, да, картинки начинаете видеть, там какие-то воспоминания, какие-то там ситуации, да, то есть у вас расширяется сознание, и на вашем внутреннем экране начинают происходить там серьезные какие-то вещи. Если у вас есть переживания, то поднимаются эти переживания, предположим. Грустные или радостные. Если у кого-то была утрата, то это способствует, понимаете, организм, он же все время настроен, сейчас умное слово скажу, все будут гуглить, гомеостаз. Вот, ну вот мы тут психологи с медиками собрались. Кстати, хорошая компания. Да. На гомеостаз. Гомеостаз – это поддержание, естественно, гармонического равновесия в организме. То есть, если организму не мешать, он будет этот гомеостаз поддерживать. Вот. Но на самом деле мы ему очень сильно мешаем, поэтому существует много разных техник для восстановления гомеостаза. Вот. Музыка – один из самых мощных инструментов, который известны человеку там издревле. Начиная от шаманских плясок и прямых погружений в измененное состояние сознания различной степени глубины и интенсивности. Вот, до там, ну, сами понимаете, там тяжелого рока, который, в общем, на этих же примерно механизмах работает. А если взять духовную музыку, и опять-таки возвращаясь к мальчикам-сопранистам, дисконтам, ну, сопранисты это уже, к сожалению, явление, которое мы давно пережили, да, это кастраты, да, то есть иначе не знали, как сохранить вот это вот невероятное сопрано, которое обладает целительским эффектом. Это факт. При этом вот почему-то
Бертона, что ли, там такие, или как. Почему-то у мальчиков, да, вот этот эффект выше, чем у женского сопрано. Да, удивительно, но так. Есть, ну, видно, но факт. Есть, конечно, такие сопрано, например, Мария Каллас, у которой вот это точно есть. Потому что вроде ничего она особенного не поет, но там такая энергия по телу, да, вот. Ну и там не только она, конечно, да, но еще несколько там мы можем назвать, но это явление. Так вот, Димаш это явление этого порядка. Мало того, что у него удивительным образом ушел, естественно, вниз голос, и он поет нормально, лирический, а сейчас уже и драматический тенор, уже появляется баритональный регистр, у него каким-то чудесным образом никуда не делся дисконт. Ну вот это вот мое. Вот я не понимаю, ну распел, ну слушайте, ну мы уже пытались выяснить, то есть много, да, вот Света говорила, что, мама, да, она говорила, что он какие-то упражнения делал. А потом, обратите внимание, есть записи его юношеского голоса, жесткого еще, ломающегося, но он пел все равно. То есть это какая-то там, ну, кто-то из реакционеров, из вокалистов, когда он начал петь, он говорит, у него связки как канаты. Ну, действительно, прочная, да, там да. Прочность и эластичность. Эластичность распета. Прочность и длина. Ну, вы же понимаете, то есть какая-то невероятная способность в трех вокальных позициях петь, потому что, ну, вы помните, что такое коллатурная сопрано? Это вот такая вот Венера Пуговкина, вот с такой шеей, то есть короткая. И имеются, да, длинношеи такие матроны, да. А у Димаша есть способность фиксировать в трех вокальных позициях, ну, как это? Ну как это? Труд. Талант плюс труд равно гениальность. Все. Это труд. Вот почему-то ему в голову пришло. Вот. Ну, мы знаем такие случаи, как, собственно говоря, как Сардор Милано тоже распевал себя после ломки, да, но он в три вокальные позиции не распелся, а Димаш распелся. Поэтому мы будем говорить, да, это дар, да, это природа, да, это божественное провидение, это наследие рода, и это невероятный труд. Вот и все. А что с нами происходит? Да нормально все с нами происходит, никто не сошел с ума. Просто подобного рода голос, подобного рода харизма, подобного рода культурное наполнение, которое транслируется. Нельзя крутой говорить, что у него сумасшедшая энергетика. Я бы сказала, что это даже не энергетика, у него поле сумасшедшее. Вот это есть разница между энергией и полем и атмосферой, да, вот у него поле человека высокой культуры, мощнейшая харизма и энергия. Там, и так далее, перечисляем по списку, плюс природная красота. Ну что? Просто полностью, да? Абсолютно полностью упакованная невероятный инструмент живой, постоянно работающий, думающий музыкой, живущий в своем мире музыки, потому что видно, я за ним очень люблю на бэкстейджах наблюдать. Это очень интересно для наблюдать. То есть это видно, что человек, вот он сейчас здесь, а сейчас его бац, его здесь нет. Раз опять вернулся, да. И он даже сидит, там вот это конкурс, когда был, господи, супервокал, когда подбирали, вот он сидел, вот там удивительно интересная запись. Вот так, как маяк. Есть? Нет. Есть? Нет. На что-то отреагировал. То есть он думает музыкой, думает музыкальными фразами. Он сам это озвучивал, то что он постоянно, он не может и дня прожить, не думая о музыке. Человек полностью... Он же сказал, что он болен музыкой. Я бы сказала, что он музыкой здоров. Вот, потому что, все талантливые люди, которые захвачены вот этим даром своим, да, они живут вот в таком мире. Это художник, это талант, это мастер, там, если он вырос мастер, а Димаш уже вырос. Нельзя же его в Китае, не зря стали учителем называть. 2 года назад не называли. Да. Это высшая степень, наверное, похвалы, мастерство. В Китае, да. В 25 лет стать учителем, шефу, ребята, это очень круто. 25 лет. Самой поднебесной. Да. Ну, самой поднебесной. Когда человек поет, вы понимаете, что когда человек поет, у него абсолютно другое
наполнение кислородом и углекислым газом в крови. И у него другое состояние сознания. На этих длинных фразах у него парциальное давление газов изменяет само сознание. То есть, когда он и глубокий вдох, и длинная пауза, и задержки. Если вы когда-либо занимались дыхательной практикой, вы понимаете... Хатха-йога? Хатха-йога в том числе, да? То есть, именно вот раздел дыхания в хатха-йоге. Вот, и не только, да, но хатха-йога, да, в большой степени. Да, вот, и это все в сочетании с вот этой вот высокой чувственностью дает совершенно иное многомерное переживание. И жить в удовольствии, и вообще, представляете, что когда человек звучит так, как звучит Димаш, как он сам себя слышит внутри? Он же сам вибрирует. Вы никогда об этом не думали? Он же вибрирует этим. И у него феноменальная способность это транслировать, да, еще. Почему он так захватывает, почему, говорит, там, Игорь Яковлевич там пошутил, там, что, о чем там сказал, что он всех гипнотизирует, да? Да, было слово такое сказано. Ребят, это так и есть. Это нормально, это хорошо, великий артист, он иначе великим артистом не будет. Конечно. Поэтому Димаш великий артист, Димаш талант, работоспособен до невозможности, все это вместе дает гениальность, это могла бы быть кабинетная гениальность. У него харизма и поле. Вот опять туда возвращаемся. И то, как он переживает жизнь, я же наблюдаю за ним постоянно, это абсолютно не плоское, это многомерное, сложнейшее переживание и удовольствие от жизни. Многие же замечали, что от него свет исходит. Но это же реально так. Я же специально в аэропорт поехала посмотреть живьем. Исходит, не исходит? Исходит. Проверили, исходит. Проверила. Класс. Прямо оболочка, аура? Нет, глаза. Нет, ауры, вот так, ее и не бывает. Это бывает. Но вот поверьте мне, я общалась с несколькими людьми вот так вот близко, которые являются духовными учителями. И их энергия, и их атмосфера, их поле, и энергия, атмосфера Димаши очень похожи друг на друга. Вот этот вот парень, да, в 24 года, когда я его увидела воочию в аэропорту, да, он излучал и вот такую атмосферу, такое состояние, как несколько, действительно великих духовных учителей современности, которых я видела лично. С некоторыми я много общалась. Вот. И, это вот, это фантастическое явление, конечно. И вот все это вместе, культура, да, наполнение, звучание, то, как он живет, как его организм живет в этом звучании, ребят. 3 часа в день петь, каждый день, тренировка, плюс учить, плюс постоянно минимум. Это имеется в виду тренировка, да? И дышать. То есть это другое восприятие реальности, это другое восприятие себя. И так далее. И когда этот человек, про клип, кстати, этот человек со своим видением, со своим переживанием, со своей трансляцией, потому что глупо и смешно говорить, что он там под влиянием кого-то, простите, это не то состояние сознания и не та конфигурация личности, которая находится под влиянием кого-то. Вот, сам про себя говорит, что он очень упрямый и терпеливый, помните, да? Да. То есть он будет прямо идти, будет терпеть. Своей намеченной дорогой. Абсолютно. Там, возможно, естественно, компромисс, потому что он сказал, я очень гибкий. Вот компромисс в чем? Тут очень важно сделать замечание. Я знаю в чем. Я просто про то, что я не знаю в чем. Может быть, компромисс в том, что, например, пойти на мероприятие, на которое пойти надо. То есть не хочется посидеть дома, полежать, почитать книжку или помузицировать, то есть его обычные занятия, или с друзьями в караоке завалиться, в конце концов. Я думаю, что ему до сих пор нравятся подобные вещи. А надо пойти на какое-то там официальное мероприятие. Это же нормально, нормально трезвомыслящий, а он явно трезвомыслящий человек, он договорится с собой, чтобы это сделать. Что касается музыкального
прочтение, пишет сам свои аранжировки с Ерланом, да? То есть у них там тандем. Его не могли прогнуть на Сингере. И не пытались, надо сказать, так сказать, подвинуть-то пытались. Вот. И сказали тоже, что он очень хорошо понимает, что он хочет. И что он выстаивает в этом. Это удивительно. Вот, сказали, 22 года сказали, этот человек владеет музыкой для такого раннего возраста, это удивительно. Вот. Если такой человек, про которого вы говорите, что его нам послали небеса, что у нас от него мурашки, мы от него выздоравливаем, мы избавляемся от депрессии, у нас душа очищается, у нас слезы, мы плачем, мы чувствуем себя возрожденными. Да. Я же говорю, я собирала, сейчас как-то меня это попустило, а я так вот, мне было просто интересно, как профессионал. Да? Ну, конечно, я вас понимаю. Да, вот. И этот человек вам дает какое-то послание. Это его прочтение. Он выбрал Бадоева. Если вы не готовы эту часть его послания принять, задайте себе вопрос, что он хочет мне этим сказать, и что во мне нет, что отзывалось бы на то, что он хочет мне сказать. Но наивно, незрело и некультурно говорить ему: напиши, не работай с Бадоевым, давай я тебе сценарий сейчас придумаю. Ну, ребят, это детский сад. Это абсолютная незрелость, это отсутствие понимания, да. И самое интересное, то есть встречаются те, которые, они догадались, что они детский сад и незрелость, и обиделись на него. Как он посмел дать им материал, который они не могут переварить, да? Поэтому мир поклонников фандом разделился. Кто-то готов принимать, кто-то не готов. Это нормально. У человека мы на разных уровнях зрелости своей живем. Да. Зрелости, осознанности, мышления, на разных. Мы разные. Кто-то старше, кто-то младше, кто-то взрослый, кто-то застрял в подростковой травме. Вот, кто-то в детской. Кто-то не хочет оттуда выходить, потому что ему там хорошо. Мы видим мир по-разному. Мы вообще пересекаемся в тонких слоях. Реальность у нас очень разные миры. Если мы находим своих, нас это безумно воодушевляет, потому что вау, мы на одной волне. Это уже не тонкий слой, это прям волна. Да. И, кстати, вот фандом-то в этом смысле прекрасен, потому что мы на волне Димаша начинаем находить волны своих. Вот. И не важно там возраст, там, это не важно. Вот. Единственное, что я могу сказать, да, вот чем это, потому что я же в компании Москудирс хорошо себя чувствую. Да. Вот. Настолько хорошо, что я решила даже это сделать достоянием общественности, потому что я шифровалась там долго достаточно. Вот. Я могу сказать, что средняя температура по больнице Москудирс — это высшее образование, явно качество мышления за пределом среднего, гораздо лучше. Фантастические чувства юмора. Вот, у нас даже шуточки были на тему, что Галя будет писать исследования. Я в смысле. Я говорю, да, я буду писать исследования на тему влияния Бертонов голоса Димаша Кудайбергена на избыточное чувство юмора у детей. Вот. То есть, вот, да, можно. Да, потому что компания очень веселая, очень здоровая на голову. Могу всем справки выписать. Да, чувство юмора – это один из важных элементов. Да, да, вполне себе самокритичная. Да. Вот. И в принципе фандом, в общем-то, в ядро фандома вот такое. То есть, как бы, знаете, больной притягивает больное, здоровое притягивает здоровое, ну или больной притягивается к специалисту по здоровью. Вот тут много очень здорового, которое или выздоравливающего. То есть люди, чувствуя вот эти вибрации, чувствуя вот это послание, идут выздоравливать. И тут они напарываются на самых себя. Некоторые. Да. Не поняли вы клип. Мне очень интересно было читать. Но поскольку я читаю, да, у меня нет языкового барьера. Я еще и французов читаю, поэтому мне совсем хорошо. Да. Я читаю, значит, западные пишут: так, я не понял. Надо понять, чего я не понял. Да. Наши: я не понял. Убери Бадоева.
Ну все, ну давайте взрослеть уже. У нас нет толерантности к чужому мнению. Это наше там тяжелое наследие развитого социализма или чего-то, да. У нас нет понимания того, что каждый имеет право. У нас нет, демократичность у нас еще не созрела. А вот созреет ли? Ну, должна созреть, так куда деваться-то? Ну, просто что-то как-то медленно оно у нас происходит, да. Не хотим пускать. Ну, слушайте, я вам хочу сказать, мы пережили настолько тяжелые периоды в истории, что ничего удивительного в этом нет. И, конечно, хочется, чтобы это зрело. Но люди меняются тогда, когда не хотят меняться. Так вот, что меня в этом всем огорчает, это нежелание непонявших понять. Ну, не хотите понять, значит, у вас нет шансов на изменения. Ну, попробуйте дорасти до того человека, которого вы считаете своим кумиром. Попробуйте задать себе вопрос, что я не услышал, что он мне хотел сказать. И тогда у вас будет шанс измениться. И тогда у вас будет... это же приглашение к развитию, на самом деле. Приглашение к изменению. И шанс увидеть, что у Димаша творится внутри. Нет? Я бы не сказала, я бы не назвала это словом «творится». Я бы сказала, какие он творит миры. Понимаете? Потому что вот здесь вот пассивный залог или активный творится, это «ах, со мной что-то творится». С ним ничего не творится. Он творит свои миры, он творец. Так же, как и Алан. Так же, как и Алан, это конечно. важно заметить. Да, я согласна. Мне клип понравился. Он очень сложный. Там куча посланий, там куча символов, там куча метафор. Там есть отсылки к другим музыкальным произведениям, к той же Пинк. Отсылки. И это современная культура. Да. Вот. Я бы даже не сказала, что это постмодерн, это, наверное, метамодерн уже. Ну вот это я не искусствовед, мне просто интересно, как вот, да, вот, связь с культурой всегда была признаком хорошего мышления, образования в искусстве. Да. И если это отсылки, то это не просто нормально, это здорово. Там они есть, и там их много, там много очень символов. Ребята, его, я не знаю, его раскладывают, как китайцы начали, я еще не читала, кстати. Да. Начали раскладывать, надо будет почитать, мне просто было некогда. Ну и окей. Раскладывайте, пытайтесь расшифровать. Конечно, могу проецировать каждый сам себя, свое содержание. Но послушайте, это послание, это приглашение к развитию. Если вы не понимаете, послушайте вот этот вот трубный глаз и идите в свое изменение. Разговаривайте с другими, слушайте, задавайте себе вопросы, рефлексируйте. Не говорите ему, что ему надо делать. Это несерьезно. Я, наверное, на каком-то там 10-м просмотре в охоте за метафорами и символами я вдруг влюбилась. Почему там? Помните пещеру, из которой вот эти вот два, и между ними перегородка? Да. Вот из-за этого. Потому что это этот мир, а этот верхний мир. Вот это такая... история, да, и эта история происходит, разворачиваясь отсюда туда, поэтому вот эта метафора, когда женщина стоит на плечах мужчины в конце, и почему, я потому что думала, чего они поперлись в эту Исландию, была же причина. Я думаю, что из-за этого вот фантастического выхода, или входа, вот этого окна, дверь-окно, условно, и между ними перегородка. Та перегородка, которая у нас в мозгу, которая не мешает, нам мешает жить одновременно в небесном и земном мире, а у Димаша ее нет. Вот. У него нет этих стен, границ. У него нет, он в едином мире живет, небо и земли, поэтому он на нас так и воздействует. Если вы окажетесь перед Димашем, что вы ему скажете? Что вы скажете, Галя? Я была перед Димашем, то есть я там оказывалась. Никого. Ты, Димаш, да. Я, наверное, не знаю, что я скажу. То есть, пока я не окажусь там, в этой ситуации,
Я даже не знаю, я сейчас представляю одно, а если я окажусь там, я ляпну что-нибудь другое. То, что я хочу сказать, я точно не скажу. Ну, я бы ему, наверное, сказала, что он молодец, что у него замечательный талант, который он просто обязан, наверное, всем показать. Его должны как можно больше людей услышать. У него чудесная просто способность людей лечить, восстанавливать. Потому что у меня тоже есть такая история, немножечко. Ну, и сказать ему большое-большое спасибо. Потому что мы принимаем это, но не говорим ему спасибо. Хотелось бы так понимать. Галина, что бы вы сказали? Ничего. Я люблю молчать с такими людьми. Я ему один раз в аэропорту посмотрела в глаза, очень мельком, но чтобы не это, ну, не фиксировать все, что вокруг много народа, но мы с ним встретились взглядом в один момент какой-то. И это особенное явление, поэтому мне бы хотелось с ним просто помолчать. Можно это назвать там помедитировать, да, там, ну, обмен энергией. Без специальных слов, да, ничем не надо меняться, просто надо быть, знаете, какая штука? Вот мы на своей глубине обычно же сами с собой тоже не бухтим. Поэтому если хочется, мы все понимаем. Если хочется с человеком действительно глубинно, душевно соприкоснуться, вы будете с ним молчать. Может быть, недолго. Я бы помолчала. Спасибо. Очень глубокий ответ. Спасибо большое.